О, божественный звон упавшего на паркет кошелька! Вы слышите? Это звук прогресса. Тонкий, еле уловимый шелест банкнот, которые трансформируются в едва заметный изгиб экрана. Если вы, как и я, истинный ценитель изысканного диджитал-мазохизма и обожали Huawei Mate X6 со всей его квирк-сущностью, то приготовьте свои нервные синапсы и запасной паспорт для регистрации в сторонних сервисах. Потому что Mate X7 — это он. Тот самый, но с магической приставкой «чуть». Они сделали это снова. Они взяли телефон, который технически не существует для цивилизованного мира, улучшили то, что не было главной проблемой, и оставили в неприкосновенности все, что делает владение им квестом на выживание. И я, как ваш проводник в эту дивную новую реальность, где отсутствие Google — это особая философия, просто обязан этим восхититься. Ибо что такое прогресс, как неумение триумфально перепрыгнуть через барьер, который ты же сам и установил? Давайте начнем с дизайна, ибо здесь, в царстве фолдаблов, внешность — это все. Компания, которой запретили делать нормальные процессоры, сосредоточилась на том, что можно, на вратах времени-пространства. Так гордо называется новый блок камер. Старый дизайн был просто блоком камер. Новый — это врата. Чувствуете разницу? Это не инженерное решение, это духовный опыт. Вы не делаете фото. Вы открываете портал в иное измерение, где YouTube работает через 3 прокси, а Google Pay — это древняя сказка. Но настоящий фетиш этого поколения — не врата, а IP58 плюс IP59. Цифры, от которых плачут инженеры Samsung и смеются страховые агенты. Это почти как IP68, но для избранных, для тех, кто понимает, что вода — враг, но песок — враг вдвойне. Ваш телефон переживет падение в лужу с лицом стоика, но одинокую пылинку в шарнире он воспримет как личное оскорбление. Это не защита. Это заявление. Я настолько хрупок и совершенен, что мне нужна двойная сертификация, чтобы просто существовать в вашей грубой реальности. Браво! А теперь к сердцу этой прекрасной абсурдной махины Kirin 9030. Если вы ожидали, что новая чипсет-архитектура подарит вам космический прирост производительности, вы, видимо, не поняли правила игры. Правила таковы. Мы делаем вид, что соревнуемся с Snapdragon, а вы делаете вид, что верите в графики, где наш результат ниже прошлогоднего. Но это не важно, потому что устройства сами по себе работают безупречно. Эта магическая фраза покрывает все: слегка подтормаживающую анимацию, таинственный нагрев корпуса и священный ритуал запуска Geekbench через 3 теневых АПК. Производительность — это не цифры, это состояние души. И душа Mate X7 спокойна, как сон монаха, потому что ей не надо запускать сервисы Google в фоне, их просто нет. Что подводит нас к главной фиче — программному обеспечению. И MUI 15. Шедевр оптимизации, летящий на крыльях. Ну ладно, не будем о крыльях. Он быстро. Он полирован. Он предлагает вам квантовый уровень кастомизации, чтобы вы могли идеально настроить интерфейс для вашего главного занятия — установки microG, G-Box и Надежды. Установка личного аккаунта Google — это очень легкий процесс, напоминающий сборку мебели из IKEA, когда половину винтов забыли положить в коробку, но вы ведь креативный человек, правда? Вы справитесь. А если у вас рабочий аккаунт, приготовьтесь к истинному пути самурая. Добро пожаловать в клуб избранных, где проверка рабочей почты становится осознанной практикой, медитацией на тему «А так ли было важно это письмо?». Камеры. Они есть. Они хороши. Они конкурентоспособны. Они немного по-разному обрезают зум, немного иначе видят цветовую температуру. Это не улучшение. Это перестановка мебели в комнате, окна которой все равно выходят в стену экосистемы, без Google фото в оригинальном качестве. Вы снимаете шедевр на врата времени-пространства, чтобы потом вручную загрузить его в облако через браузер. Это возвращает нас к истокам цифровой фотографии. Это аналоговый челлендж в мире мгновенного удовлетворения. Поэтично. И вот мы подходим к кульминации, к тому, за что стоит заплатить 2000 евро. Батарея. 5600 мАч. Монстра. Царь. Бог среди смертных фолдаблов. Он живет 7 часов 11 минут в нашем тесте.
Вы понимаете гениальность. Они не могут дать вам приложение, но они могут дать вам время. Время, чтобы вдумчиво, без спешки, методом проб и ошибок установить это самое приложение. Пока владелец Galaxy Z Fold 7 уже ищет розетку после 4 часов YouTube. Вы, философ-владелец Mate X7, лишь на середине пути поиска работающего клиента для Twitter. Ваша награда – не контент, а процесс. Долгий, медитативный, с отличным временем автономной работы. Итак, стоит ли его покупать? Вопрос с подвохом. Покупать Mate X7 – это не приобретать гаджет. Это принимать религию. Религию, где каждое неудобство – это испытание на путь к просветлению, где каждый обходной путь – это молитва, а каждый сохраненный от воды благодаря IP58 Hinge – чудо. Это телефон для тех, кто устал от дешевой доступности всего и вся. Кто хочет, чтобы его смартфон был не окном в мир, а красивой, сложной, слегка неправильной дверью в собственную реальность. Реальность, где вы на 1,4% уникальнее, чем средний пользователь в этом ценовом сегменте. Разве не за этим мы все гоняемся? Не за мегагерцами, а за процентом собственной исключительности, купленной за большие деньги и оформленной в стильном фолдабле с вратами времени-пространства. Он не лучше, он другой. И в мире, где все одинаково, другой – это и есть высшая форма роскоши. Даже если эта роскошь временами выглядит как высокотехнологичное самоистязание. Приятной аскезы.